Okay, so thank you very much again for the invitation, and thank you in particular to Professor Betikova for this nice introduction. Усім дуже дякую за те, що запросили мене на ваш чудовий симпозіум, на вашу конференцію. Дуже дякую. So I want to start with a short case report. І хотілося б одразу почати із обговорення конкретного випадку. A homeborn male baby, Hans, was admitted to the neonatal ward in May 2010. И здесь мы перейдем на русский из уважения к нашим гостям. Здесь этот случай касается Ганса, мальчика, который был госпитализирован в отделении неонатологии 12 мая 2010 года. The child had a birth weight of 1,980 grams. Масса тела при рождении 1980 грамм. Was from 40th week of gestation. 40 недель гестации. There were no particular stigmata but the patient had hypoglycemia and hypothermia. Таких характерных признаков не было у ребенка, за исключением гипогликемии и гипотермии. And since the baby was born at home under perhaps difficult conditions, it was believed that the child had infection and received antibiotics. Ну и поскольку ребенок родился дома в домашних условиях, считалось, что это осложненный случай в плане инфекции, что возможно могла быть инфекция, поэтому давали ребенку антибиотикотерапию. And in the following, the baby recovered well. Ну, впоследствии ребенок выздоровел, чувствовал себя хорошо. However, on the 23rd day of life, there was again a phase of fever, hypoglycemia, and clinical deterioration. Но, однако, опять уже на 23-й день жизни, как мы здесь видим, повышение температуры тела, гипогликемия, ухудшение общей картины. And as you can see, the baby received again antibiotics, and after identifying enterococcus infection, the antibiotic scheme was changed, and afterwards the baby recovered again. Дали ребенку антибиотикотерапию. После того, как высеяли энтерокок, поменяли, скорректировали антибиотикотерапию, и потом ребенок после этого был выписан домой. But when we looked at the blood count, here you can see the blood count at birth, so at the initial infection. Но теперь, если посмотреть на следующий, пожалуйста, слайд, а там именно вы увидите картину крови. Здесь идет при рождении, вот 12 мая, а следующая колонка – это уже 4 июня. And here you can see the blood count at the second infection. Уже когда была вторая инфекция. And what you can see is that the number of segmented granulocytes went very far down at the second infection. И вот здесь мы обращаем внимание на тот факт, что сегментоядерные элементы резко снизились. So we believe that this was just due to the infection as a sort of consummation of neutrophils. Ну и мы считаем, что это было связано с инфекцией, вот такое снижение количества нейтрофилов. However, in the following time, when the blood count was checked further, we saw that the segmented neutrophils were low and remained at a very low percentage. Но потом впоследствии, как вы видите, в разные даты по горизонтали здесь делали еще анализы крови, и вот эти именно сегментоядерные нейтрофилы, они снижались и оставались на очень низких уровнях. So the child had some eosinophils and some monocytes, but most of the leukocytes were lymphocytes. Ну, были некоторые эозинофилы, да, но в основном лимфоциты были лейкоцитами. And this slide shows the numbers in absolute values, so nearly no neutrophils and many lymphocytes. На этом слайде мы можем увидеть в абсолютных показателях вверху лейкоциты и внизу нейтрофилы. However, since the baby was doing well, it could be dismissed at home at the 36th day of life.
Ну и поскольку ребенок уже опять чувствовал себя хорошо, его посчитали возможным отпустить домой, и это был 36-й день жизни. But we did some more controls of the blood values, and what we saw was, unfortunately, that the neutrophils stayed very, very low in the following time. После этого, конечно, кровь контролировали неоднократно, и, к сожалению, было отмечено, что нейтрофилы продолжали оставаться на низких уровнях. Therefore, we decided to readmit the boy to the hospital to do some more examinations. Поэтому мы решили этого мальчика опять госпитализировать для повторного дообследования. Now the child was taken in the hematology department. И его госпитализировали в отделении гематологии. And the clinical status was completely normal. We saw a apparently completely healthy 9-week-old boy. По клинике мальчик чувствовал себя и выглядел абсолютно в норме, соответственно, своему возрасту 9 недель. Now, the diagnostic program included bone marrow puncture. Ну и в план наших диагностических обследований включена была пункция костного мозга. So this is a large magnification, and here I show a stronger magnification. То есть мы видим под увеличением и увеличенным еще. So what we can see is, if this is the normal bone marrow with all different types of cells in the bone marrow. Ну и здесь мы видим схему, различные типы клеток в костном мозге. In our baby, the differentiated neutrophils were completely lacking. Ну и у нашего ребенка дифференциация нейтрофилов была совершенно недостаточной. In contrary, the child had many eosinophils, monocytes, and also some plasma cells in the bone marrow. В противовес этому у ребенка, наоборот, были повышены эозинофилы, моноциты, а также некоторые плазменные клетки в костном мозге. So the diagnosis was agranulocytosis. Поэтому диагноз поставили агранулоцитоз. As you may know, we call, if the neutrophils are below 1.5 thousand per microliter, this is neutropenia, and if they are below 0.5, it's agranulocytosis. Но мы знаем, что если количество нейтрофилов 1500 на миллилитр, то это нейтропения, а ниже 500 на миллилитр это уже агранулоцитоз. Of course, this is a very dangerous situation with a high risk of rapid infections, and I had to find out what is the cause and what is the differential diagnosis. Ну и поскольку очень велик риск того, что будут присоединяться, возникать различные инфекции, нам нужно было выяснить причину этого заболевания. As I said, our first idea in the initial phase had been that this was consumption of neutrophils, which is particularly often seen in neonates. However, in his case, as it went on over many weeks, this was excluded. Ну и поскольку очень часто у маленьких детей новорожденных, да, бывает вот такое, ну как бы потребление организма нейтрофилов на какой-то начальном этапе, но в этом случае, поскольку эта ситуация оставалась таковой очень длительное время, мы исключили эту причину. Another differential diagnosis, which is very important, are viral infections like cytomegalomy or varicella or many others. Ну, другой причиной могут быть вирусные инфекции, такие как цитомегалия, ветрянка, многие другие. Which we also excluded in our patient. И у нашего пациента мы также их исключили. Also, there may be cases of idiopathic infection-associated neutropenia. Ну, во многих случаях это может быть нейтропения, ассоциированная с вот как бы идиопатическая нейтропения. You had just mentioned a case of pertussis-associated neutropenia, which I have not yet seen
so far. Вот, ассоциированная с инфекцией. И вот только что перед презентацией, да, был вопрос о нейтропении, связанной с коклюшевой инфекцией, чего я еще, например, вот не видел в практике. But some time ago we saw a child who had another infection-associated neutropenia, which was very impressive. The case of Lena, who came to the hospital at the age of about 1 year. Но у нас был другой случай вот такой нейтропении, ассоциированной с инфекцией. Это был случай девочки Лены, и она попала в больницу уже в возрасте около года. With a septic fever and no visible focus of infection. И у нее была септическая лихорадка, и не было вот как бы видимого, обнаруживаемого очага этой инфекции. And what we saw was that the neutrophils, the leukocytes were low, and there were practically no segmented neutrophils. И здесь мы видим, что лейкоциты очень низкие показатели, и практически не было вообще сегментоядерных нейтрофилов. There was some anemia, but thrombocytes were completely normal. То есть в какой-то степени можно было говорить об анемии, в небольшой степени, но при этом тромбоциты абсолютно в норме. When we performed bone marrow puncture in this patient, we saw a lot of interesting cells in the blood, in the bone marrow smear. И когда мы сделали пункцию костного мозга, то в мозге мы увидели очень много интересных клеток. Looking like promyelocytes or myelocytes. И они выглядели как вот промиелоциты или миелоциты. And first of all, we treated the sepsis by antibiotics. Во-первых, конечно, мы лечили сепсис с помощью антибиотиков. The patient had, a local infection in the skin, and we found Pseudomonas. Ну, у пациентки, у этой девочки была местная вот очаг инфекции на коже, и мы обнаружили, что это синегнойная палочка. Now, when we went on treating the infection, in fact, we saw after 2 or 3 days a rise of leukocytes and normalization of the blood count. Но на фоне лечения через 2-3 дня мы отметили повышение лейкоцитов и нормализацию общих показателей крови. So when we performed another bone marrow puncture just 2 days later, И вот это следующая пункция костного мозга буквально через 2 дня. We saw a trend of normalization now with many band leukocytes and even segmented neutrophils in the bone marrow. И мы увидели тенденцию к нормализации. Уже были и сегментоядерные, и палочкоядерные нейтрофилы в крови. So in this case, it had not been a kind of leukemia, but just agranulocytosis due to Pseudomonas septicemia. То есть в этом случае мы о лейкозе не говорим, мы говорим об агранулоцитозе, который был вызван инфекцией псевдомонас, да, то есть синегнойной палочки. Kind of a toxic bone marrow failure due to sepsis. То есть получается, что это такая токсическая недостаточность костного мозга, вызванная сепсисом. Now, further discussing differential diagnosis of neutropenia, of course. Ну и теперь, если мы будем говорить далее о дифференциальном диагнозе нейтропении, of course, malignant diseases like leukemia or myelodysplastic syndromes have to be discussed. Естественно, всегда мы задумаемся и говорим о таких уже онкологических состояниях, вот как лейкозы или миелодиспластический синдром. About which I won't talk more because it would be another kind of presentation. Но об этом мы сейчас не будем говорить и на этом останавливаться, потому что это бы заняло еще нас на целый час следующей презентации. But I want to say something about osteopetrosis because this is a very rare disease. Но несколько слов хочу сказать об остеопетрозе, поскольку это редкое заболевание. But it can be cured if it is diagnosed early enough. Но вылечить можно пациента, если диагностировать на достаточно ранних этапах. Osteopetrosis is a disease of the osteoclasts, so the bone is always just growing thicker and thicker.
То есть остеопетроз – это заболевание остеокластов. Получается, что кость все время растет и становится все толще и толще. Leading to alterations of the bone, of the skeleton. И мы видим, какие изменения костные могут происходить в костях, позвоночнике. And at the same time you can see hypocalcemia. И одновременно с этим мы видим гипокальцемию And tricytopenia. И трицитопению. And while the children have a typical appearance. И мы видим очень такую типичную радиологическую картину. And if they are not treated, they will become blind, deaf, and finally die in very bad condition. Если это состояние не лечить, оно может приводить к слепоте, глухоте, и ребенок умирает, причем в тяжелом очень состоянии. But this disease can be treated by bone marrow transplantation. Но это заболевание можно лечить с помощью трансплантации костного мозга. Because the osteoclasts come from the bone marrow, and therefore the disease is cured by bone marrow transplantation. Поскольку остеокласты, они идут из костного мозга, и в связи с этим можно излечить это заболевание, пересаживая костный мозг. And you can really see that the alterations of the bone marrow with these thick bone parts become normal. И здесь мы видим, как вот эти вот состояния, достаточно тяжелые нарушения уже, которые идут в кости, могут нормализоваться. So I still want to proceed with different reasons of neutropenia. Но теперь хотелось бы еще продолжить обсуждать разные причины возникновения нейтропении. There are some toxic drugs that can induce neutropenia. The most well-known is metamizole. Есть некоторые препараты, которые приводят к токсической нейтропении. Один из них, который этим очень известен, это метамизол. And of course, cytostatic drugs can induce neutropenia. This is well known. И, естественно, цитостатики тоже индуцируют нейтропению, это известный факт. But in rare cases, even many other drugs that are used in the clinical routine can induce neutropenia. Но в редких случаях многие другие препараты также могут приводить к нейтропении, и мы их часто используем в своей клинической работе. Both chemotherapy drugs or non-chemotherapy drugs. И сюда входит группа препаратов для химиотерапии, а также препаратов, которые не используются для химиотерапии, другие. In case of drug-induced neutropenias, there is a high rate of fatal septicemia. Если это медикаментозно индуцированные нейтропении, то очень часто и во многих случаях бывают фатальные случаи. But if the patient survives, in most cases there is spontaneous recovery. Of course, the medication should be stopped. Но если, естественно, в этих случаях этот медикамент, препарат должен быть отменен, и если не произошло летального исхода, то идет спонтанное выздоровление. Still, there are some other possible reasons for neutropenia, and one very common disease is primary autoimmune neutropenia. Есть и другие причины нейтропении, и сразу приходит на ум в первых же рядах первичная аутоиммунная нейтропения, which is also caused chronic benign neutropenia. Которая приводит к хронической доброкачественной нейтропении. The typical age is between 6 months and 3 years. И типично в возрасте возникает от 6 месяцев, до 3 лет. And it typically lasts about 6 months with spontaneous resolution. И, как правило, длится около 6 месяцев, потом идет спонтанное разрешение процесса.
severe infections are rather not so often, but may occur. Тяжелые инфекции бывают не часто, но могут случиться. And of course, you look for anti-neutrophil antibodies, but they are only positive in about 50% of the cases. Ну, естественно, нас интересуют тут нейтрофильные антитела, но позитивный результат мы получаем только в 50% случаев. And usually a specific treatment is not necessary. In complicated cases, you may treat with GCSF. Но специфической терапии не требуется. В таких осложненных случаях мы можем лечить гранулоцитарно-колониестимулирующим фактором. But of course, the absolute neutrophil count does not tell us everything. So it's very important to know whether it is a disease of production of neutrophils or of consummation of neutrophils. Но здесь, естественно, не всегда нам абсолютный показатель нейтрофилов даст какой-то ответ. Нам нужно понимать вот этот процесс, это заболевание, это нарушение продукции или же нарушение функции нейтрофилов, или же их утилизации. Because if the production or the function of neutrophils is disturbed, this is much more severe than if neutrophils are more consumed. Потому что если это нарушение продукции или функции, то, конечно, это более серьезное заболевание, серьезная причина, нежели нарушение утилизации нейтрофилов. For example, there is one disorder in which we quite often see neutrophil consumption, which is hypersplenism. Например, вот есть такое заболевание, как спленомегалия, и тут очень часто мы видим нарушение именно утилизации нейтрофилов. And only recently there has been a publication about hypersplenism, and the authors did a large review and found out that they said forget it because it means it doesn't matter very much. The children have neutropenia, but they don't have very many infections. И была недавно вот публикация, одна статья, авторы которой говорят, что на самом деле, естественно, есть связь между спленомегалией и утилизацией нейтрофилов, но эта проблема не такая уж большая. То есть, в принципе, после разрешения этого заболевания проблема с нейтрофилами уходит. Another type of immune neutropenia is neonatal alloimmune neutropenia. Еще один тип иммунной нейтропении – это неонатальная аллоиммунная нейтропения. This is, of course, due to antibodies which are transferred from the mother to the child. Естественно, вызывается тем, что передаются от матери к ребенку антитела. It's also observed for about 6 months, usually. Обычное течение заболевания около 6 месяцев. And the treatment or the situation is quite similar to autoimmune neutropenia. И ситуация вполне схожа с аутоиммунной нейтропенией. Antigranulocyte antibodies are positive in about 50% of cases. Тест на гранулоцитарные антитела приблизительно в 50% будут иметь положительный результат. Usually a specific treatment is not necessary. Обычно специфическая терапия не требуется. But GCSF may be applied in complicated cases. Но в осложненных случаях можно применить и гранулоцитарный колониестимулирующий фактор. Here is an example of the bone marrow of a child with alloimmune neutropenia, also showing undifferentiated neutrophil precursors. И здесь мы видим как раз случай аллоиммунной нейтропении. Вот такая картина, не дифференцированная еще нейтрофилов, очень много. Autoimmune neutropenia may also be part of a general autoimmune disease like lupus erythematosus or rheumatoid arthritis. Бывает, что аутоиммунная нейтропения может быть не самостоятельной как бы единицей и состоянием, а частью общего аутоиммунного состояния, такого как красная волчанка или же ревматоидный артрит. In these cases, of course, the treatment of underlying disease is most important. В таких случаях, естественно, имеет самое большое значение лечение основного заболевания.
Now, I have not yet still answered what the disease of Hans has been, the first case I presented. Тут мы еще и не до конца с вами обсудили вот самый первый случай, с которого мы начали, который касался мальчика Ганса. When we look for reasons of congenital hereditary neutropenias, we also have to check whether there are other typical clinical features like a syndrome. И если мы ищем, например, какие-то врожденные наследственные нейтропении, то нам нужно обращать внимание и на другие симптомы, которые вписываются в картину вот таких синдромов. So there is so-called Schwachmann syndrome. Например, есть так называемый синдром Швахмана, which is characterized by exocrine pancreas insufficiency, growth retardation, dystrophy, and pancytopenia. который характеризуется именно экзокринной недостаточностью поджелудочной, задержкой роста, дистрофией, панцитопенией. Or the Barth syndrome, which is an X-chromosomal linked genetic disorder of lipid metabolism. Или же есть синдром Барта, то есть это генетическое нарушение липидного метаболизма, сцепленное с X-хромосомой. Leading to mitochondria function disorder. И это ведет к нарушению функций митохондрий. And clinically cardiomyopathy, muscle hyperplasia and weakness. А клинически кардиомиопатия, гипоплазия мышц и слабость. And there is the so-called dyskeratosis congenita. И также есть так называемый врожденный дискератоз, leading to disturbations of the nails and the skin and the mouth и здесь мы видим патологию и ногтей, и кожи, и волос, и слизистой полости рта. If you do not see any other clinical symptoms, but only granulocytopenia, neutropenia, you should consider morbus Kostmann. Если мы не видим никаких признаков вот таких синдромов, никакой такой симптоматики, а только лишь вот нейтропению, то мы можем задуматься о синдроме Костмана, Which was first described in 1956. который впервые был описан в 1956 году. The family in which Professor Kostmann first described this disease has further been analyzed, and there are very many people affected in this family. И вот эта семья, вы видите, ну как бы это дерево родословную, которую описывал профессор Костман, ее предстоит еще более детально проанализировать, потому что очень много пациентов, которые имеют заболевание. And what you see in the bone marrow typically is a maturation arrest. И что мы видим по картине костного мозга? Это задержка созревания клеток. Arrest at the stage of promyelocytes. И это задержка развития на стадии промиелоцитов. However, the clinical spectrum is quite heterogeneous. Хотя клинический спектр проявлений этого заболевания неоднородный. And in a way, also the so-called cyclic neutropenia is part of this spectrum. Ну и в этот спектр разнообразных проявлений входит также так называемая циклическая нейтропения. In the last years, the genetic background of Kostmann syndrome has been analyzed, and this is a review that has recently been published. И за последние годы генетическая информация по заболеванию синдрому Костмана была очень тщательно проанализирована, и вышла вот такая публикация, in which several different mutations, several different genetic alterations have been described as cause of Kostmann syndrome. И здесь, в ней, в этой публикации описываются определенные мутации, генетические нарушения, которые являются причиной синдрома Костмана. However, for all kinds of Kostmann syndrome, independent of the type of mutation, treatment with GCSF has to be done.
Но если это синдром Костмана, независимо от того, какой именно мутации, какого гена вызвано, тем не менее терапия – это колония-стимулирующий фактор. The type of response is quite different. So there are some patients who need a very high dose of GCSF, some patients need only very low. Ну и тип ответа пациентов тоже очень разнообразен. Есть пациенты, которым нужна очень высокая доза этого фактора, некоторым довольно низкая. And sometimes there are even non-responders who will not respond to GCSF at all. Иногда попадаются пациенты, которые совершенно не отвечают на эту терапию гранулоцитарным колониостимулирующим фактором. Another problem in Kostmann syndrome is that they have an enhanced risk of acute myeloblastic leukemia, AML. Еще одна проблема – это то, что большой риск у этих пациентов развития острой миелобластного лейкоза. In those cases which do not respond to GCSF, bone marrow transplantation has to be considered. Ну и в связи с вот с таким риском ОМЛ, у тех пациентов, у которых нет ответа на колониостимулирующих факторов, нужно рассматривать возможность трансплантации костного мозга. In some patients also gene therapy has already been performed, but this has not yet become a standard type of therapy. У некоторых пациентов уже пробовали проводить и генную терапию тоже, но пока что этот вид терапии еще не стал стандартом лечения. So in the clinical practice, we have to do some kind of titration of GCSF, so we have to find out how much GCSF the individual patient needs. В клинической практике нам нужно проводить титрацию колониостимулирующего фактора, чтобы выяснить, каким пациентам какую дозу нужно давать для получения ответа. There have to be done regular bone marrow analysis to find out whether a patient gets leukemia. Также нужно постоянно проводить анализ костного мозга для того, чтобы не упустить возможное развитие лейкоза. And of course, genetic counseling has to be done because it's a hereditary disease. Плюс нужно проводить генетическое консультирование, поскольку это наследственное заболевание. Now, in our patient, Hans, indeed, there was found a mutation in the so-called Ilane gene, which is one of the possible genes for Kostmann syndrome. Что касается же нашего пациента, с которого мы начали, Ганса, у него была обнаружена мутация в гене Элане, да, то есть это один из генов, мутации в котором приводят к синдрому Костмана. Elane stands for neutrophil elastase type 2. Элане означает нейтрофильная эластаза второго типа. And mutations of this gene are found in a large number of patients with cyclic neutropenia and also in many patients with classical congenital neutropenia. И вот такая именно мутация обнаруживается у очень большого количества пациентов с циклической нейтропенией и довольно большого количества пациентов с классической врожденной нейтропенией. It is supposed that due to this mutation of the elastase, the elastase which the neutrophils produce themselves becomes more toxic to them, and therefore the neutrophils cannot develop properly. Считается, что вот эта эластаза становится токсической для самих нейтрофилов, поскольку они ее, продуцируют, но, видимо, есть нарушение этой продукции, и поэтому это приводит к такому синдрому. The clinical course in case of Ilana mutations or other typical Kostmann variants are characterized by fever. И здесь мы видим вот такие классические типичные признаки вот таких вариантов синдрома Костмана. Это лихорадка, повышение температуры. Recurrent purulent infections of skins and airways, afts, abscesses, omphalitis and fungal infections. Рецидивы гнойных инфекций кожи и дыхательных путей, афты, абсцессы, амфолиты и грибковые инфекции. By the way, it's typically not a lot of pus that is formed, but it's infection without pus.
И, как правило, нужно сказать еще, что обычно много гноя не образуется, хотя это гнойная инфекция, но его в больших количествах нет. And as I said, GCSF treatment is recommended, but also supportive care is very important, in particular to protect the children from fungal infections. Ну, как мы уже говорили о лечении, это рекомендуется гранулоцитарный колониестимулирующий фактор, но и при этом очень важна поддерживающая терапия для того, чтобы ребенок не присоединил грибковые инфекции. And as I said, myelodysplastic syndrome or AML may occur in 20 to 30% after 15 years of treatment. И вот через 15 лет после начала лечения колониестимулирующих фактором у 20-30% таких пациентов может возникать или диспластический синдром, или острый миелобластный лейкоз. So in our case, after we had this diagnosis, we started treatment with GCSF, and as you can see, the neutrophils rose immediately. В нашем же случае, как вы видите, как только обнаружили вот эту мутацию у пациента, у Ганса начали лечение сразу с фактором, колониестимулирующим фактором, и сразу же повысились нейтрофилы. And he's leading a completely normal life today. И сегодня он ведет абсолютно нормальный, здоровый образ жизни. Of course, he could also receive all vaccinations. И, естественно, он может получать все вакцинации, все прививки. Okay, so as I said, most of the Kostmann's patients have got a mutation in the Elernic gene, but this is a very long gene, and this is the reason why there are very different subtypes of or different causes of Kostmann syndrome, even in Elerner mutation. Но, как мы говорили, чаще всего синдром Костманна, он вызывается мутацией в гене Эланы, но поскольку это очень длинный большой ген, и в нем есть разные участки, и мутации могут возникать в разных участках, поэтому это связано и с такими разными проявлениями и симптоматикой у пациентов. And as I said, there are also other genes. The most important is the HAX1 gene. И, как я уже ранее говорил, есть не только этот ген Эланы, но и другие. Среди других наиболее важным является ген HAX1. Okay, so still I have not yet shown all possible causes of neutropenia. Но все равно я показала еще не все возможные причины нейтропении. I don't know whether anybody of you has already seen leukocytes of this type with very large atypical granules. Видели ли вы вот такие лейкоциты с очень крупными атипичными гранулами? And I always ask my students, do you know what is the hair color of this child? И когда вот я работаю со студентами, всегда у них спрашиваю, знаете ли вы цвет волос этого ребенка? Because this is very characteristic for the so-called Shediak-Higashi syndrome. Потому что это очень характерный такой вот цвет волос для синдрома Shediaka-Higashi. In which there is this is an inborn defect of granule formation. Это такой врожденный дефект формирования гранул. Which leads to this disorder of neutrophils, but also to a dysfunction of melanin granule production, so that the children get gray hair. Но и ведет к дисфункции не только нейтрофилов, но и меланина. И поэтому у ребенка вот такой вот седые пепельного цвета волос. Patients with Shediak-Higashi syndrome usually develop very serious macrophage activation crisis. И, как правило, у пациентов с этим синдромом Shediaka-Higashi очень серьезная идет большая активация макрофагов. And therefore, this disease is lethal unless the children get bone marrow transplantation. И это заболевание может приводить к летальному исходу, если ребенку не провести трансплантацию костного мозга. So I want to summarize. Of course, in severe neutropenia,
it's most important to find out what is the reason for neutropenia. Ну и теперь хотелось бы подвести итоги. Если это тяжелая нейтропения, здесь самое важное найти ее причину. If we have a secondary neutropenia, of course you have to treat the cause of the neutropenia. Если это вторичная нейтропения, то, конечно, нужно лечить причину. Only in cases if this type of neutropenia cannot be treated and the child has got severe symptoms, it may perhaps be that bone marrow transplantation may be considered. Только в очень тяжелых случаях вторичной нейтропении, которая вот не поддается лечению и нужно вот, ну, как бы спасать ребенка, то можно проводить и трансплантацию костного мозга. If the disease is autoimmune or by hypersplenism, usually you can keep calm because the patient usually recovers and does not suffer from severe infection in most cases. И если же это аутоиммунная нейтропения или вызванная спленомегалией, то тут можно, в принципе, не волноваться, потому что это будет спонтанное выздоровление и, как правило, дополнительные какие-то действия не требуются. If the disease is a genetic disease, you should start treatment with GCSF. Если это генетическая причина, нужно начинать лечение колониестимулирующим фактором. This should be done in all cases of classical severe congenital neutropenia. Во всех случаях тяжелой, классической такой тяжелой врожденной нейтропении мы это делаем. And in severe cases of cyclic neutropenia. И также в тяжелых случаях циклической нейтропении. And only in cases where they do not respond, you should consider bone marrow transplantation. И только в тех случаях, когда нет никакого ответа на колониестимулирующий фактор, задуматься о трансплантации. And of course you are wondering about prophylactic measures to protect the child from infections. Ну и, конечно, мы, наверное, должны задуматься о профилактических каких-то мероприятиях для защиты ребенка от инфекций. There is quite a lot of discussion about the role of isolation, so to isolate the children from other children. Есть очень, ну, как бы много сейчас обсуждается вопрос изоляции. Нужно ребенка изолировать от других или нет? This would have, of course, a lot of psychological and social consequences. Это, конечно, может возыметь серьезные психологические и социальные последствия. So it's a very important aim of our treatment to enable the child to lead a normal life. Поэтому очень важной целью нашей терапии является дать ребенку возможность вести его обычный образ жизни. As prophylactic measure, you should consider antifungal prophylaxis. Возможно, можно рассмотреть возможность проведения противогрибковой профилактической терапии. And some people recommend cotrimoxazole, but I'm not so sure whether this is necessary. Некоторые специалисты рекомендуют давать котримоксазол, но я лично не уверен, что в этом есть необходимость. In all cases in which the patients are at home with low neutrophils, the parents have to be aware of the risk of rapidly developing fatal septicemia. В тех случаях, когда ребенок находится на домашнем лечении, да, и у него очень низкие нейтрофилы, то тут нужно консультировать родителей о риске очень быстро развивающейся, прогрессирующей летальной септицемии. So the parents should be counseled in an appropriate way. Поэтому очень важно надлежащим образом проводить консультирование родителей. And the patients should receive antibiotics early if they get high fever. И если у ребенка повышается температура, то нужно ему давать антибиотикотерапию. So, thank you very much. Поэтому вам большое, огромное спасибо. Ми щиро вдячні професору Классену за таку чудову практично орієнтовану лекцію. І ми хочемо запросити на наступний рік його з тими доповідями, який буде запит в нас від нашої аудиторії. Чи є, колеги, запитання до професора Классена? Есть одно запитание. Прошу. Подскажите, пожалуйста, мы часто наблюдаем у маленьких деток после внезапной экзантепы или других экзантемных вирусных инфекций транзиторную нейтропению.
Она длится в течение месяца примерно, и всегда детки обычно заболевают потом респираторной инфекцией. Надо ли в такой ситуации проводить какую-то профилактику? И когда начинать волноваться, насколько в норме эта нейтропения может держаться? If this neutropenia does only take 3 or 4 weeks and the child is healthy otherwise, I think you do not need to do any prophylactic measures. Если эта нейтропения действительно 3-4 недели, а в остальном ребенок уже выходит в норме, то не нужно принимать никаких профилактических действий. Чи є ще запитання? Будь ласка, колеги. Вопрос состоит в том, если вы используете колонистимулирующие факторы, какие именно вы используете, в каких дозировках, как долго и какие вы наблюдаете нежелательные эффекты? I don't think that the different preparations of GCSF or from different pharmaceutical companies are very much different. We use, I think, Neupogen from Amgen, but I think you can also use preparations from other pharmaceutical companies. A typical side effect or side effects are usually seen if the drug acts very effectively, so if the neutrophils rise rapidly, and then the children will get bone pain and may even get a bit fever. If the children do not respond to GCSF, they usually do not have very many side effects. Ну, во-первых, не вижу большой разницы между разными вот колониестимулирующими факторами. Неважно, вот кто производитель, но мы часто используем, did you say Amgen? Вот Амген, вот компании, или Амджен, она правильно произносится, амгеновские, вот эти колониестимулирующие факторы. Какие побочные эффекты? Бывает, что если ребенок очень хорошо пошел и дал хороший ответ, то и сразу резко повышается количество нейтрофилов, то может наблюдаться боль в костях и повышение температуры некоторые. Если у ребенка нет такого вот быстрого ответа, то, как правило, побочных эффектов мы не видим. Добрый день. Скажите, пожалуйста, мы понимаем, что нейтропения является клиническим, признаком, который мы выявляем в процессе лабораторной диагностики вирусных инфекций, да? Но зачастую, особенно в условиях стационарных отделений, выраженная нейтропения, по некоторым данным она несколько разнится, является показанием к назначению антибактериального препарата, потому что мы не можем, определенно сказать, разовьется у нас бактериальная инфекция или не разовьется. Вопрос следующий. Какие клинические признаки и все-таки какая степень нейтропении при вирусных инфекциях, особенно которые имеют агрессивное течение, должна явиться нам показанием для назначения антибактериальной терапии? Спасибо. I think the indication for antibiotics depends on the severity of the bacterial infection. So I would not give it prophylactic antibiotics, but only in case of bacterial infection. Во-первых, могу сказать, что вот назначение к антибиотикотерапии это только бактериальные инфекции. And if the neutrophils are below 0.5, you should do this in every case if the child gets fever with signs of bacterial infection. То есть имеется в виду, что если нейтрофилы ниже 0,5, то тогда мы должны назначать, если у ребенка есть признаки бактериальной инфекции. А если еще нет клинических признаков, но ребенок ликовает? No, not necessarily, no. If you are sure that there is no bacterial infection, of course maybe you are not quite sure and you believe you want to be on the safe side, but yeah. Но получается, что нет, не нужно. То есть, может быть, просто у вас есть подозрение на бактериальную инфекцию, но вы не видите признаков, но есть подозрение, то тогда это оправдано. А так, в принципе, сама по себе вот эти вот И ниже 0,5, верно? And when it's lower than 0.5. Yeah. Да. Окей.
Если я наблюдала у ребенка нейтропению как реакцию на введение цефалоспориновых препаратов, значит ли это, что все бета-лактамные антибиотики не стоит использовать? Есть ли как бы перекрестный эффект данной ситуации? Yes, I think so. So if you observe an association with neutropenia associated to cephalosporins, you should not give these drugs anymore. С вами совершенно согласен. Если вы увидели реакцию на цефалоспориновый ряд, то все антибиотики этого ряда давать не следует. Уважаемый профессор Классен, скажите, пожалуйста, если аутоиммунная нейтропения имеет тяжелое течение, какова может быть тактика лечения? Severe alloimmune neutropenia. Well, it depends on whether the child is ill or not. So if the patient gets severe infections, you should start early with antibiotics, but if not, you shouldn't do anything. Все зависит от состояния ребенка. Если присоединяется на ранних этапах инфекции тяжелые, то да, надо давать антибиотики. Если нет, не присоединяется, то ничего. Даете ли вы иммуносупрессивную терапию? Даете ли вы иммуносупрессивную терапию? Do you prescribe immunosuppressive therapy? No, I don't. Нет, не даем. Тоді дозвольте від імені всіх учасників нашої конференції щиро подякувати вам за чудову лекцію, за те, що ви відповіли на такі важливі питання, які хвилюють практичних лікарів. І ми будемо дуже раді вас бачити на наших наступних форумах. So thank you very much for the invitation, Professor Begetova, and well, I will be very happy to come back. Thank you very much. Дуже вам дякую за запрошення приїхати ще, і мені буде дуже приємно приїхати до вас іще.